Начинаем фотосессию и пока что непонятную конструкцию. Сейчас вылетит птичка. Всем привет, с вами Наташа Берсик, и в этом видео я сделаю обзор на куклу Барби, которая умеет позировать для фотографий. Коллекция называется Fashion Photo, то есть модная фотография, и она вышла в 2001 году. То есть сегодня мы с вами окунаемся в незабываемую и неповторимую атмосферу нулевых. Эта серия кукол подкреплена телевизионной рекламой, где девочки-подростки сами выступают в роли фотомоделей, а затем фотографируют своих кукол. Барби, Кристи и Кейла демонстрируют свои модные образы на фотосессии. Куклы продавались в стандартных розовых коробках с окном из прозрачного пластика с передней стороны. Мне нравится, как здесь все размещено. Очень привлекает, когда смотришь на куклу в магазине, и понятен механизм, как раз из-за которого я и приобрела эту куклу как любительница необычных кукол Барби. Поверни линзу, и Барби начнет двигаться. Кстати, это не первая Барби с подобным механизмом. Первая вышла в 1978 году с фотоаппаратом того времени. Кукол в серии было трое: Барби, Пи-Джей и Кристи. На прозрачном пластике изображена рамка искателя диапазона фокусировки, как будто Барби прямо сейчас фотографируют. А еще очень эффектно и стильно смотрится ее крупное портретное изображение на фоне. Наверху логотип Барби, сбоку надпись Action, внизу логотип Mattel и возрастное ограничение 3+. Сбоку указано, что кукла сделана в Китае. На другой боковинке логотипы и сайт Барби. Вместо точки цветок, почти как у меня на толстовке. Внизу логотипы и какие-то наклейки от продавцов, на крышке логотипы, и она заклеена скотчем. Обратная сторона коробки очень информативная. Заставь Барби принять позу на ее модной подставке. Кстати, выражение «strike a pose» у меня ассоциируется с треком Мадонны «Vogue». Барби на фото уже послушно принимает разные позы. Здесь имитация ее движения, ну а девочка с фотоаппаратом в руках и с открытым ртом выглядит немного натянуто счастливой. Напоминает золотое правило обложек на YouTube: открытый рот привлекает больше внимания. Ты контролируешь экшен от камеры, причем камера в кавычках, потому что это имитация, а не настоящий фотоаппарат. Ну а если хочешь делать настоящие фотографии в стиле Барби, то придется приобрести еще один фотоаппарат, промо которого находится внизу. Создай много классных модных образов, и они изображены рядом. В этом месте коробка сильно помялась. Ну и, конечно, собери всех кукол коллекции. Фотомодели Кристи, Барби и Кейла словно позируют для модного журнала. Кукла в розовом классно смотрится и контрастирует на голубом фоне. Наверху надпись «Создай более 5 модных образов». Ну а та самая функциональная подставка прячется за картонной накладкой. Вот она, модница из нулевых, вся в розовом и почти не пахнет старостью. Ощущение, что она просто забралась в машину времени и совсем новенькая и свежая прибыла к нам из 2001 года. В данный момент на ней вся одежда и аксессуары, которые идут в комплекте и которые можно по-разному миксовать. В этом образе она как будто в платье и в штанах одновременно, и это был один из странных трендов того времени. У куклы длинные и просто идеально гладкие волосы. Они очень приятные, шелковистые на ощупь и красиво блестят. Это как раз самые подходящие волосы для реклам того времени, где они красиво развиваются. В центре головы куклы прошит пробор, и здесь прошиты песочные, более темные прядки. Они как бы накрывают собой светлые волосы, и они короче, чем светлые пряди. Вообще, такое сочетание двух цветов в волосах напоминает модное в нулевые мелирование, когда только отдельные прядки окрашивались в другой цвет. Волосы куклы очень воздушные, легкие, сами волосинки тоненькие, но при этом они густые, и прошивка хорошая. Голова податливая и легко проминается. На голове у куклы очки, выполненные из полупрозрачного розового пластика. В центре они пришиты розовой ниточкой, и, с вашего позволения, я так и оставлю, чтобы впоследствии они не потерялись. Да и зачем закрывать такое прекрасное лицо? По-моему, эта кукла получилась просто обворожительной. Это молд Generation Girl, который, казалось бы, нравится мне меньше, чем молд Superstar, но большую роль играет рисовка и макияж. В данном случае мне все нравится. На затылке есть метка Mattel 1998. Лицо куклы вытянутой формы, с заостренным подбородком и вздернутым носиком. У нее очень красивые глаза миндалевидной формы с радужкой голубого цвета и с розовыми акцентами у зрачков. В них по одному белому блику. В белке наверху голубая линия. На подвижном веке светло-лиловые тени. Далее лавандовые и жемчужные блестящие тени, обрамляющие глазки. У глаз черный контур
контур и много раскидистых черных ресниц. Они очень тоненькие и в сочетании с тенями делают этот макияж очень невесомым, приятным и нежным. У куклы персиковый скинтон, и он немножко поблескивает, особенно в области щек. Также здесь есть яркий алый румянец. Мы в нулевых, поэтому брови тоненькие, они светло-коричневые и с изгибом. На губах сливовая помада с влажным финишем, потому что губы поблескивают, и с губами контрастируют белые зубки, которые видны в улыбке. В нулевые в тренде были болеро. Это короткие жакеты без застежек, и иногда они представляли собой просто рукава, как у этой Барби. Они выполнены из гладкого материала в розовую блестящую крапинку. В местах креплений розовая краска немножко стерлась и перекочевала на те самые крепления. И также окрасила ее руку. Вот так болеро выглядит сзади. Снимается оно просто путем стягивания. И еще я заметила, что розовая краска стерлась со штанов. Вот так это выглядит на промо-фото, и, видимо, так было изначально. Но теперь краска осталась только на боковинках и в других местах розовыми разводами. А здесь и вовсе какое-то пятно. Так что кукла оказалась не так свежа, как мне показалось на первый взгляд. На данный момент на кукле короткое платье с розовым ромбовидным принтом, который у меня, кстати говоря, больше ассоциируется с модой конца 60-х. Но при этом топ с кольцом наверху – это типичный топ из нулевых. В данном случае кольцо пластиковое белого цвета. На нем закреплены лямки и сам топик. Материал стрейчевый, гладкий, синтетический. И из такого же материала выполнена нижняя часть, которая, как оказалось, пришита к топу. То есть, чтобы воссоздать этот образ, нитки нужно отстричь. Вот так это смотрится без ниток, без закрепления. В принципе, можно подтянуть, и это все еще будет смотреться как платье. Но зато теперь юбку можно снять. С обратной стороны топ и юбка на липучках. Вот так образ смотрится без юбки. Я возлагала на него большие надежды, но, если честно, в итоге мне не очень нравится, потому что цвет штанов неоднородный, здесь какая-то сборка, да и талия выглядит чрезмерно узкой. Наверху штаны на резинке, и на самом деле они короткие, просто внизу есть накладки клеш. Эти элементы закреплены на штанах просто с помощью липучек с обратной стороны. Открепляем липучку и легко их снимаем. Теперь это бриджи, и с ними я собрала вот такой модный образ. Да, различные короткие штаны мы действительно носили, и мне кажется, в наши дни этот тренд частично вернулся с велосипедками. Еще можно было носить вот так, в сочетании туники и каких-нибудь укороченных леггинсов. Только в данном случае у Барби с обратной стороны видны липучки. Ну и, конечно, Барби может просто надеть топ и юбку без штанов, и такой образ смотрится тоже очень даже мило. В этом образе нет штанов, которые выцвели и раскрыли тайну ее возраста. На правой ручке куклы два пластиковых серебристых браслета. Блестящая краска местами стерлась, но издалека это незаметно, и браслеты выглядят очень реалистично. На них есть разрезы, и они легко снимаются с руки. В комплекте с куклой простенькая розовая пластиковая сумка. У нее пластиковая жесткая ручка, рельефная имитация крышки, надпись «Чайна» с обратной стороны, и эта сумка не открывается. На ножках у куклы босоножки Сабо, выполненные из розовой перламутровой резины. Они простенькие, но мне нравится их форма и то, что они на такой высокой танкетке. С передней стороны у них два широких ремешка, подошва гладкая и слегка выделяется каблучок. Ну что, наконец, время фотосессии. Какая прошивка? Кому она вообще нужна, когда есть фотоаппарат? Улыбаемся, сейчас вылетит птичка. Та-дам! На самом деле это фейковый фотоаппарат, это имитация, но выглядит он очень даже симпатично. Нежно-розового цвета, боковинка серебристая с рельефными блестяшками и надписью «Барби». Объектив с рельефами на его поверхности и с цифрами с передней стороны. Объектив подвижный, с обратной стороны надпись «2001 год, Mattel China». Отверстие для механизма и видоискатель, то есть окошко из прозрачного пластика, через которое можно смотреть и как будто фотографировать куклу. И наверху кнопка спуска, которая действительно нажимается и издает определенный звук. Ну и к этому фотику нужно прикрепить очень подозрительную и пока что непонятную конструкцию. И это широкое розовое основание с держателями для ног куклы. Для одного из них еще есть пластиковая прозрачная стойка, наверное, для закрепления конструкции. И уже сейчас это можно пододвинуть просто вручную. Здесь нога двигается на одном месте, а здесь будет передвигаться из стороны в сторону. Кстати, двигается это не так уж просто, не летает, скажем так. Вот так конструкция выглядит с обратной стороны. Здесь закрепление
закреплен металлический щуп, который уходит в резиновую трубочку. Идет по ней, трубочка очень длинная, то есть можно далеко встать от куклы, чтобы ее сфоткать в кавычках. И на конце пластиковое крепление, которое мы вставим в фотоаппарат. А еще я поймала себя на мысли, что в комплекте нет инструкции, как будто ее вытащили, потому что здесь все не так-то просто. Даже с простыми механизмами есть инструкция, а здесь нет. В итоге оказалось, что у меня действительно неполный комплект. В комплекте с куклой должна быть инструкция, модельное портфолио с фотографиями и расческа. У меня всего этого нет. Ну что, вставила с горем пополам, и теперь движение объектива должно приводить в движение ту самую проволоку, кончик которой закреплен на этом механизме. Кстати, спонсоры сегодняшней фэшн-съемки — это фэшн-куклы Мини и Екатерина Емельянова. И встречаем новый эксклюзив Комик-кона под ником SSD. Напоминаю, что, подписавшись на Boosty, вы можете поддержать канал и выиграть куклу в коллекцию. Ссылка, как всегда, есть в описании. Ну что, начинаем фотосессию. Двигаем объектив. И кукла начинает позировать. На самом деле механизм не очень дружелюбный, не очень мягкий. Приходится прикладывать усилия. И мне пришлось найти удобное положение, чтобы эта проволока действительно приводила в движение куклу. В других местах это не получается. Она вылетает отсюда. То есть можно вот так делать вид, что ты фотографируешь, и проволока просто прилетит тебе в глаз. Что не очень безопасно, учитывая тем более, что это детская игрушка. В общем, механизм довольно странный. Хотя вот сейчас я нашла положение, и он работает. Кукла позирует, но при этом я ее не фотографирую. Если я начну делать вид, что я ее фоткаю, все, ничего не происходит. Нет, вот она шевелится все еще. Я даже сама боюсь, что мне сейчас проволока в глаз попадет. Все, в обратную сторону уже не получается. Заело. Что-то пошло не так, видите, там что-то щелкает. И фотосессия сама по себе завершилась. Вот так выглядит тело куклы, и оно необычно тем, что ее голова, талия, нога, все разболтано. Именно для того, чтобы она могла позировать. Голова не наклоняется, только крутится, точнее летает. Такая же ситуация с талией. Она не делает полный оборот, только поворачивается, и делается это очень-очень легко. Руки поднимаются, опускаются и разводятся в стороны. Шарнир в локтях нормальный, с металлической вставкой. Рука также крутится вокруг своей оси. Ноги куклы резиновые, но они тоже довольно странные. Они слегка разводятся в стороны. Также ее можно посадить на шпагат, но это неустойчивый шпагат, потому что одна ее нога разболтана. В ноге, которая не разболтана, можно рассмотреть шарнир. Он большого размера. На теле во многих местах есть следы от розовой одежды. На спине метка 1991 год Mattel. Ножки сгибаются на щелчки. Механизм хороший. Ноги сгибаются четко и удерживают позицию. Ну, за исключением изгиба в противоположную сторону, он, как обычно, неустойчив. Ставьте лайк, если вам было интересно посмотреть на эту куклу и ее необычный механизм. Кстати, владельцы этой куклы, у кого она была в детстве, рассказывайте, выжил ли этот механизм, потому что меня он немножко разочаровал. Но сама кукла очень красивая, особенно ее лицо, да и в целом образ атмосферный в духе нулевых. Чаще улыбайтесь, любите котиков и больше фотографируйтесь. И всем пока-пока!